Знаешь, что солнце падает в эту глубину, и он с этими огромными ластами медленно вот так вот поднимается. Это так красиво. Я замирала, я смотрела на него, и у меня было в глазах и в голове: Господи, это божественно красиво. Как же это красиво. И там рыбы какие-то плавают. И человек, часть всего этого, он просто оттуда, с глубины поднимается. Это так красиво. Весь мир — это шум. Шум скоростей, ожиданий, бесконечного внутреннего диалога, который мы не в силах остановить. Мы привыкли бежать, привыкли бороться за каждый вдох на поверхности. Но что, если все ответы, которые мы ищем, таятся не в движении вперед, а в погружении вниз? Там, где заканчиваются слова и начинается настоящая жизнь. Еще сплавала и попала в такую стаю рыб. Куча маленьких рыбок. Они просто были повсюду, я не видела вообще ничего. Как будто была в бассейне из этих рыб. И так долго они вот так вот сквозь меня плыли. Черная туча, она такая огромная была. И это было чудо. Меня это так растрогало. Я просто ревела. Потому что, боже, так все прекрасно. Если бы меня попросили рассказать историю своего самого главного освобождения, это была бы история о тишине, о моменте, когда ты замираешь на границе двух миров, ослепительного солнца Бали и бездонной синевы океана. Этот фильм не о технике ныряния, он о том, как научиться доверять себе и жизни, о том, как одна нейронная связь, умение расслабиться в моменты давления, может изменить все на поверхности. Я хочу пригласить вас туда, где страх превращается в восторг, а шум — в чистую, звенящую тишину. Сделайте глубокий вдох. Мы начинаем наше погружение. Не знаю, насколько это сейчас актуально, но в 2019 году моя самая большая мечта была уехать жить на Бали. Вообще, сколько я себя помню, я мечтала об экзотических странах, джунгли, вулканы, меня все это манило. И в 2022 году у меня получилось улететь на Бали. Я купила авторский тур и за 12 дней изъездила остров вдоль и поперек для того, чтобы понимать, что на нем есть и в каком уголке острова я хочу жить. После тура я осталась работать организатором на Бали и помогала создавать и проводить классные активные туры по Бали и соседним островам. Работала я очень много. Несмотря на то, что я попала в очень классное окружение, постоянно общалась с различными крутыми ребятами, которые приезжали на Бали. Несмотря на то, что я посещала безумно красивые места, сошедшие просто с картинок Pinterest. Экстазище.
я постоянно испытывала стресс и напряжение. Знаете, да, наверное, это чувство, когда переезжаете в новое место и когда рассчитываете только на себя. Страх за то, чтобы все получилось, все держать под контролем. У меня было состояние, как будто бы вот это просто билет в один конец, и что на карту поставлено все, и я должна сделать просто максимально, чтобы обеспечить себе классное, расслабленное будущее. И, следовательно, вот этот постоянный контроль и страх за будущее сделали из меня просто комок нервов. Я ходила во всякие практики и на всякие святые источники и всегда просила только об одном, чтобы я просто расслабилась. Но у меня не получалось, что бы я ни делала. Я выгораю очень сильно, и у меня заканчивается работа. Следовательно, заканчиваются деньги, и то есть я теряю все то, о чем я так тревожилась все эти полгода. Когда ты очень сильно чего-то боишься, то ты очень сильно начинаешь контролировать и напрягаться. И когда уже что-то случается, то ничего не остается, как просто отпустить. И вот после этого сильного напряжения со мной случилось очень сильное расслабление, когда я все отпустила, когда мне уже не за что было держаться. И вот в этом состоянии я приехала в Амет. Амет – это деревушка на северо-востоке Бали. Он находится у подножья вулкана. Амет отдален от туристического Бали, следовательно, там нет пробок и кучи туристов. И когда я туда приехала, я была просто поражена красотой и уникальностью этого места. Пляжи, купабельный красивый океан, вулкан, горы, рисовые террасы, инфраструктура, комьюнити. Меня это место просто поразило. Солнце сходило прямо из-за океана, так как это восточная часть острова. И все это можно было наблюдать из окна своей комнаты. И каждый день можно было видеть вулкан. Наличие вулкана для меня просто какое-то тотальное счастье было. Мои выходные закончились, и мне нужно было возвращаться, но при одной мысли уехать обратно в туристическую вот эту мясорубку Улуату, Чингу, Убуд, мне становилось плохо. Я хотела остаться в Амеде, и я даже не допускала никакой мысли уехать. И в этот же день я познакомилась с парнем, который пригласил меня на свидание. Свидание он назначил в океане на снорклинге. Я боюсь воды, и для меня снорклинг – это всегда стресс. Маска, ласты, я не умею им пользоваться, они вызывали у меня все время панику. Но так как мне очень понравился парень, то я решила согласиться. И на следующий день мы с ним встретились. Он меня успокоил, сказал, чтобы я не переживала, и начал меня обучать, как правильно пользоваться маской, как правильно работать ластами. Он вселил в меня доверие, то, что он будет рядом, он держал меня за руку. Мы делали с ним какие-то дыхательные упражнения. И я смогла довериться этому человеку. В расслабленном состоянии поплыть, смотреть коралловый риф. Я наконец-то выдохнула, расслабилась, меня держат за руку. И я начинаю плыть и видеть под собой
в прозрачной воде этот подводный мир, этих расслабленных рыб, красивые плавные кораллы. Я просто спокойно дышу, наблюдаю за этим медленным подводным миром. И тут я ощущаю, что моя голова наконец-то начинает успокаиваться. Мне становится так хорошо. И вдруг ко мне приходит чувство, за которым я полгода гналась на Бали. Умиротворение, присутствие в настоящем моменте. Океан, которого я боюсь, принес мне это состояние. Это было просто удивительно. Он фридайвер, то есть он без кислородного баллона может погружаться на глубину. А он вот так вот глубоко-глубоко заныривал на дно прям. И когда он поднимался, это было так красиво. Знаешь, что солнце падает в эту глубину, и он с этими огромными ластами медленно вот так вот поднимается. Я замирала, я вот так смотрела на него, и у меня было в глазах и в голове: Господи, это божественно красиво. И там рыбы какие-то плавают. Человек, который часть всего этого, он оттуда с глубины поднимается. Это так красиво. Там начали появляться черепахи. Огромные черепахи. Она выплывала, например, и я прям над ней была. И мы с ней вот так плыли, просто вот так. Господи, спасибо тебе за это все. Я не могу. Я так ему благодарна. Я ни о чем не думаю. Я просто живу, я кайфую. Я с этими рыбами, с этими черепахами там. Это спасение мое. Говорю, я тоже хочу так занырнуть. Он такой: давай я тебя завтра поучу, как задерживать дыхание. И тогда я, не думая, решила, что я тоже хочу уметь нырять, быть в этом состоянии доверия и расслабленности в глубине. И так началась моя история фридайвинга. Научиться нырять – это искусство красиво существовать под водой. Без борьбы, без сжатия, без страха. Это открыть еще одну забытую часть нашей человеческой природы. Наши предки ныряли в океан за едой и жемчугом. Сегодня, обучаясь фридайвингу, мы не покоряем стихию, мы просто возвращаемся к своим корням, к памяти, которая заложена в наших генах. Ученые утверждали, что человек не способен нырнуть глубже 30 метров. На этой глубине легкие должны были просто схлопнуться под весом толщи воды. Но сегодня фридайверы уходят на глубину более 100 метров. Как это возможно? Океан пробуждает в нас скрытую суперсилу, нырятельный рефлекс млекопитающих. Как только вода касается лица, сердце замедляется, как у дельфина. Селезенка сжимается, выбрасывая в кровь скрытые резервы кислорода. На глубине включается удивительный кровяной сдвиг. Кровь приливает к сердцу и легким, создавая внутри нас невидимый защитный щит, способный выдержать любое давление. Океан не враждебен нам. Мы вышли из него. И фридайвинг – это просто способ вспомнить, кто мы есть на самом деле.